Здравствуйте. Сегодня попросили поговорить о храпе. Тема, конечно, животрепещущая, да, и почти все тучные люди храпят. Есть ли возможность помочь остеопату во время, то есть при наличии храпа или нет возможности? Да, конечно, в любом случае, любые дисфункциональные состояния может помочь врач-остеопат. Но если это основная дисфункция, очень часто бывает, что храп является дополнением к еще другим дисфункциям. Почему точные люди? Ведь избыток массы тела, да, больше всего отражается именно на внутреннем сале. Да. Внутри в животе есть такое место, называется сальник или бурса, то есть это сумка, которая лежит перед желудком и кишечником, и как бы основная ее функция — это протектор, защита, да, то есть защита от внешних воздействий на очень нежный желудочно-кишечный тракт. И она действительно как в виде сумки состоит из нескольких слоев, где лучше всего и откладывается жировая ткань. А теперь вопрос очень простой. Вся ротоглотка, все, что мы глотаем и чем дышим, крепится к затылочной кости. А теперь представьте, когда натяжение вот отсюда начинает быть в 3-4 раза выше, чем должно быть. Будет это проявляться, конечно, чаще всего именно в процессе засыпания. И очень много храпящие просыпаются от собственного храпа, да, то есть вот уже когда я засыпаю, оттягивается затылочная кость к низу, создается завихрение внутри носовой полости, потому что затылочная кость перестает резонировать и каким-то образом там делать как свое движение, и будет стойкий натянутый храп. При этом, да, один из самых лучших показателей — это похудейте, да, но скажите мне похудей просто, да, и я буду смеяться вам в лицо. И буду говорить о том, что я как Марк Твен бросал курить 100 раз, так и я бросал, то есть старался похудеть раз 100, и у меня, как обычно, ничего не получилось, если по мне видит. И это действительно так. Это не так легко, потому что любые обменные процессы, если есть уже какие-то хронические вопросы, то к этим вещам надо подходить крайне с большой осторожностью, дабы не навредить человеку. Да, и говорить о том, что сбросьте и прочее. Есть один замечательный санаторий-пансионат, где объявляется, что мы поможем вам похудеть, там, грубо говоря, на 30 килограммов. Приезжают, и в чем весь прикол? Весь прикол в одном: ничего не есть. Да, сидеть на гречке и слушать лекции. И все. Да, за месяц вот такого жесткого, так называемой тюрьма здоровья, похудения, да, действительно. Но потом человек возвращается к себе домой, в абсолютно нормальную жизнь, и, естественно, через какое-то время достигает своего веса, иногда даже его превышает. Это такого рода стимуляция, я считаю, что это, конечно, не совсем правильно, но вернемся к храпу. Да, действительно, есть техники, какими мы можем немножечко облегчить, да, то есть это снять натяжение с внутренних напряжений внутренних органов на уровне живота, грудной клетки, рассмотреть возможность каких-то снятия напряжений на оболочках головного мозга. И есть одна специфическая техника, она такая достаточно жесткая, поэтому описывать я ее не буду. Ничего в ней криминального нет, кроме того, что это просто там, несколько секунд неприятно. И вот по большому счету и все. Да, конечно, там на каждом этаже надо смотреть свои какие-то нюансы, но такие вещи мы чаще всего разбираем именно в процессе образовательной своей деятельности. Поэтому, если кому-то хочется узнать как, приходите к нам на наши семинары, и мы, естественно, будем это рассказывать. А для всех остальных могу сказать, что храп может быть просто симптомом чего-то более жесткого, нежели сам храп. Поэтому берегите себя, лечитесь у правильных врачей и будьте здоровы.